Привет всем, с вами Катерина и наша еженедельная рубрика «Чего новости?». Новости Турции, туризма, а также турецких звезд. Сегодня нас ожидает очень интересный выпуск. Самая распространенная уловка обманщиков в Стамбуле. Мурат Йылдырым удивил поклонников. Кыванч Татартук и Берен Саат в новом проекте. Нур Феттахоглу готовится к новой роли. Стар ТВ, Фокс ТВ и АТВ закрывают сериалы один за одним. Все это в нашей любимой рубрике «Чего по звездам?». Погнали! Наш список необходимых документов для того, чтобы приехать в Турцию, а я еще раз напомню о необходимости получения HES-кода. Что такое HES-код, где он пригодится и как его получить, я более подробно рассказываю вот в этом видео. Кто был в Стамбуле, скорее всего, ловились на самую распространенную уловку обманщиков. Чистильщики обуви, проживающие в Беолу и Бешикташе, ловят туристов с помощью уловки сбрасывания щеток. Ловушка заключается в том, что перед вами идет чистильщик обуви. В один момент он теряет щетку, и тут начинается целое представление. Чистильщик обуви говорит, что бесплатно почистит вашу обувь в обмен на вашу доброту. Однако он начинает вымогать деньги у туристов во время чистки обуви. Обманщики, которые пугали туристов после увеличения количества жалоб, были таки задержаны полицией. В стамбульском районе Кадыкёй проживает кошка, которая достойна Оскара. Кошка по кличке Нокта совершает целое представление перед покупателями у полок, где продается кошачий корм. Почти все гости магазина насильно покупают ей еду. Благодаря фотографиям и видео, которые делали покупатели, Нокта стала известна в социальных сетях как нищий кот. Управляющая магазином Айфер Кючук сказала, что эта кошка ест 10 раз в день. Она поднимает лапу, притворяется хромой, либо же притворяется, что теряет сознание, чтобы покупатели магазина купили ей еду. Для чего в Турции портят ковры? Каждый год в горах Анталии расстилаются ковры. Яркие цвета на солнце постепенно выгорают, и ковры приобретают антикварный вид. После этого их продают по всему миру. А что же у нас творится там, на нашем звездном небосклоне? Я бы хотела поблагодарить каждого из вас, кто пишет комментарии, ставит лайк, а также подписывается на канал. Действительно, вы мой стимул для того, чтобы двигаться дальше и записывать для вас все новые ролики. Для моих же новых зрителей я напоминаю, что в рубрике «Чего новости?», а также «Чего по звездам» отображаются мнения турецких СМИ, а также турецких граждан, а не мое личное. Актриса Сырынай Сарыкаев совсем скоро приступит к съемкам сериала для Netflix под названием «Шамырхан», что переводится «Василиск». Актриса предстанет в образе бессмертного персонажа Чахсу. Денис Бурак сыграет персонажа по имени Маран. Согласно сообщению газеты «Хюриет», Сырынай, за которой гоняются бренды, стала лицом Акбанк и подписала контракт стоимостью 7 миллионов турецких лир. Акбанк уже работал с такими актерами, как Кыванч Татартук, Илкер Айрык и Салами Шихан. Второй сезон сериала «Любовь-101» вышла на Netflix. Участники проекта собрались все вместе на премьере и дали интервью прессе. После успеха первого сезона «Любовь-101» было принято решение продолжить сериал. Съемки второго сезона закончились около года назад, однако сериал вышел на Netflix только на этой неделе. Многих зрителей расстроило то, что этот сезон будет финальным. Мурат Йылдырым на этой неделе присутствовал на премии «Золотой объектив» со своей женой Имам Элбани и получил награду «Актер года в боевике» за роль в сериале «Рамо». Он и Имам поделились фотографиями с красной дорожки, однако не только я не признала актера. Только посмотрите на его лицо, он выглядит как абсолютно другой человек. Тысячи фанатов начали писать комментарии. Разве Мурат не сильно изменился? Потом он в Инстаграме выложил вот это видео, в котором, в принципе, вначале непонятно, что происходит. Я же объясню. Он показывал свои эмоции, чтобы его поклонники поверили, что это был действительно он. Сериал «Сердечная рана» с Gökhan Alkan'ом и Ямур Танрысывсым уверенно возглавил рейтинг понедельника в категории «Все люди», а также эффективно дебютировал в социальных сетях и получил 91 тысячу упоминаний после очередной серии. Однако сериалу нужно будет постараться, так как именно по понедельникам будут выходить Альп Арслан и Три Куруша. Gökhan Alkan интенсивно работает в Антакье. Как только у него появляется свободное время и возможность, он приезжает в Стамбул для того, чтобы встретиться со своими друзьями. «Съемки «Сердечной раны» продолжаются», — сказал актер. «Мы будем снимать еще один сезон». Посоветовавшись, мы поняли, что мы сделаем сериал еще сильнее, добавив больше мощности нашей игре и сюжету.
Я привык к жизни в Антакье. Съемки с этой командой – приятный процесс, и у нас сложились хорошие дружеские отношения. На вопрос о том, что актер сильно похудел, Гёкхан сказал, что он следит за своим питанием и диетой, ведь ему необходимо поддерживать форму из-за работы. Гёкхан также опроверг слухи о расставании с его возлюбленной и невестой Нирсин Джавадзаде. Сериал «История подводной лодки» с Кываншем Татлыту и Özge Özpirinci готовится к премьере на Netflix. Я уже рассказывала о сюжете этого сериала более подробно вот в этом выпуске. Путаница произошла с названием сериала. Якомос, именно с таким именем сериал, состоящий из 8 серий, встретит своих зрителей на Netflix совсем уже скоро, в декабре или же в начале 2022 года. Кстати, слово «якомос», которое означает в буквальном переводе «отражение Луны на водной глади», в 2010 году было признано как самое красивое слово в мире. Всего в конкурсе принимали 2069 слов из 58 стран. Съемки фильма «День влюбленных» продолжаются, и у нас уже появилась первая фотография со съемочного процесса. Также стало известно, что в фильме примет участие Ясылын Аллен, и она сыграет бывшую возлюбленную Юсуфа, которая играет Кыванч Татлыту. Гонка сериалов четверга продолжается, и рейтинги немножечко меня удивили. Сериал «Девушка за стеклом» стабильно занимает первое место. Однако же сериал «Однажды в Чукюрово» поднялся на строчку вверх и сейчас находится на втором месте. Кстати, Ибрагим Чайкол отказался от своего дублера и сам принял участие в съемке сцены аварии. Благодаря его великолепной игре сцена была снята за один дубль. Сериал «Барбаросса» спустился на третью строчку. Тысячи репостов были опубликованы в социальных сетях о сериале. Из комментариев понятно, что сериал поразил зрителей остросюжетным сценарием. Однако проблема, которая не остается незамеченной даже рядовому зрителю сериала, раскрывает самую большую проблему «Барбаросса». Понятно, что не хватает опыта в съемках морских сцен в Турции. Были приложены большие усилия для обеспечения высокого качества морских сцен при поддержке иностранных специалистов. Однако, если вы посмотрите на критику публики, вы можете увидеть в основном негативные отзывы о морских сценах. Корабли остаются неподвижными, кажется, что они сели на мель. Отсутствие экшн-сцен в море не соответствует духу сериала. Техническая команда сериала должна повысить динамику морских сцен с помощью спецэффектов. Одна из самых красивейших пар Турции скоро поженится. Özge Gürel и Serkan Çağoğlu, чьи пути пересеклись в 2015 году, в сериале «Вишневый сезон» готовятся сделать свои отношения официальными. И уже сделали первый шаг к браку. Серкан Çağoğlu сделал предложение Özge Gürel 2 месяца назад, когда они путешествовали по Соединенным Штатам, и Özge, конечно же, приняла предложение. Согласно новостям уважаемой газеты Hürriyet, актер, который на данный момент находится на Кипре, ждет окончания проекта. Кстати, название проекта, по крайней мере для турецкого рынка, изменилось, и сейчас «Однажды на Кипре» будет переименован, и в новом сезоне уже выйдет под названием «Кипр на встрече к победе». Влюбленные планировали отметить свадьбу этим летом. Но из-за работы, к сожалению, у них этого сделать не получилось. Пара устроила небольшой праздник в кругу семьи. Пока влюбленные скрывают новости от всех. Об этом знают только их близкие друзья и, мне кажется, весь интернет. По сообщению газеты Hürriyet, стоимость обручального кольца на пальчике Özge составила 370 тысяч турецких лир. И дизайн кольца придумал сам Серкан. Актриса Нур Феттахулу готовится к новой роли. Название фильма, которым займется компания Lara 1 Production, «Черная лошадь». Нур разделит главную роль с актрисой Шериф Сезер. Фильм будет снят в жанре психологической драмы. Детали сюжета пока не разглашаются. Съемки же фильма начнутся 14 октября. Нур уже начала подготовку к проекту и делится со своими подписчиками в Instagram фотографии, на которых она читает сценарий. Энгин Акюрек и его новый проект. Новый сериал «Побег» будет транслироваться на Disney+. Съемками проекта займется компания O3 Media совместно с компанией Same Film. Сценарий сериала написал Энгин. Сейчас продолжается работа над поиском актеров. Сериал «Побег» будет сниматься в регионе Юго-Восточной Анатолии, а большая часть важных сцен будет сниматься в Газиантепе.
Поклонники актера также находят это очень интригующим фактором, так как Энгин какое-то время жил в Газиантепе на съемках сериала «Иностранный жених» в 2004 году. Потрясающая новость для всех поклонников Берен Саат, а также Кыванч Татлыту. Оба актера очень избирательны при выборе новых проектов. Появилась новость о том, что Кыванч Татлыту и Берен Саат сыграют главные роли в сериале «Если король проиграет». Компания OMG Pictures готовится превратить одноименную книгу Гюльсерена Будай Джиолу в сериал. Кому интересен сюжет, пишите, обязательно расскажу в новом выпуске. А сейчас самое время прокомментировать это видео, поставить лайк, а также подписаться на канал, если вы этого почему-то еще не сделали. Новый трейлер к сериалу «Три Куруша» вызвал огромную волну критики. Зрители утверждают, что им до боли знакомы эти кадры, и они их уже видели в сериалах «Внутри» и «Чукюр». А мне кажется, что компания Аяпым это сделала специально, чтобы показать, что сериал «Три Куруша» – это заменитель Чукюра. Актерский состав сериала входят очень хорошие актеры, такие как Урас Кайгылауру, Экин Кёч, Дирен Полутуралы, Нирсин Джавадзаде, Аслыхан Малбора и другие. Резкой критике подвергся новый образ Ураза Кайгылауру. Его светлые волосы тронули социальные сети. Не остыли страсти в сети по поводу нового образа Ураза, как актер удивил своих поклонников, объявив в социальных сетях о своей новой любви. Новую девушку актера зовут Джерен Качикош. Известно, что Джерен работает менеджером по социальным сетям в частной компании. На этой неделе Star TV, Fox TV, а также АТВ один за одним приняли решение о закрытии нескольких сериалов. Причиной этому, конечно же, стали низкие рейтинги. Летний легкий и забавный сериал «Случайная любовь» канала Star TV с участием дуэта Сюде, Зюляла Гиллера и Умита Кантаджилар боролась за рейтинги, но, к сожалению, не смогла пережить соревнования в четверг с тремя сильными конкурентами, такими как «Девушка за стеклом», «Барбаросса» и «Однажды в Чукюрово». Фанаты сериала были очень расстроены. Уже был выпущен трейлер последней 13-й серии сериала. Затем было принято окончательное решение о закрытии относительно нового проекта Fox TV «Сказка о далеком городе». Остаются лишь только 2 серии до финала. Также активно обсуждается, что Fox TV приостановит съемки сериала «Последнее лето», так как рейтинги сериала очень низкие. Также телеканал АТВ заявил о том, что сериал «Тайна двоих» выйдет в финал уже на 10-й серии. Еще один сериал канала Star TV «Сказка острова» борется за свое существование. Интересные результаты Диджи-Луп за последний месяц показали самые обсуждаемые сериалы, а также актрис в социальных сетях. Айча Айшин Туран, сыгравшая главную роль в сериале «Сказка острова» с Альпом Наврузом, явно превзошла всех своих соперниц. А вот эта таблица показывает нам о том, насколько много говорили о том или ином сериале в социальных сетях за предыдущий месяц. Интересно, что сериалы и имена актеров набирают очень большой отклик в социальных сетях. Но все же сериалы получают низкие рейтинги. «Сказка острова» пытается продолжить свой путь с низкими рейтингами. Но опять же, смотря на эту таблицу, мы видим, что сериал «Организация», а также «Братья мои» занимает последние строчки этого рейтинга. Однако рейтинги 2 сериалов вполне себе удовлетворительные. СМИ удивляются, насколько же быстро выросли близняшки Тюве Бюйкюстун, Майи и Топрак. На день рождения у Нура Сайкала присутствовали дочери актрисы от первого брака. Тува Бюйкюстун продолжает съемки в проекте «Другой я». И в стори Инстаграма она все время показывает какие-то даты, какие-то числа. Вот было 3, сейчас 2. Скорее всего, съемки фильма будут закончены уже через 2 дня. Но опять же, это всего лишь мои догадки. Маленькая актриса Элиф Курталан сыграет персонажа Ады, которая играет Тува Бюйкюстун в детстве. Именно ее выбрали продюсеры, так как Элиф очень сильно похожа на Тубу в детстве. Керем Бюрсин продолжает разбивать сердца турецких поклонников. Керем появился на обложке октябрьского номера журнала «Эль Турки Магазин».
и порадовал своих поклонников, скучавших по нему после окончания сериала «Постучись в мою дверь». Керем также дал интервью журналу. Когда человек живет в стольких разных странах, у него, естественно, возникает проблема принадлежности. Но я принадлежу Турции, и я это чувствую очень ясно. Также для турков очень важно и трогательно, когда кто-то знакомит их со своими родителями. Да, в Турции сохранилась традиция почитания старших. Керем решил добить своих поклонников и выложил в своем инстаграме фотографию с мамой. А его возлюбленная Ханде Эрчел, кажется, что поймала осеннюю хандру. Те, кто подписан в инстаграм на Ханде Эрчел так же, как и я, могли заметить, что Ханде на своих фотографиях и видео не улыбается, как это было в летнее время, и кажется, что действительно находится в депрессии. В это время она путешествует по Турции на своем красивом черном джипе, а также проводит время с семьей и со своей собакой. Ребята, те, кто подписаны в инстаграме на Ханде Эрчел, пожалуйста, напишите свое мнение. Не заметили ли вы, что актриса какая-то очень грустная на последних видео и фотографиях? Новости Джана Ямана. Съемки проекта «Фиолетовый как море» продолжаются. И Джан сказал о том, что на съемочной площадке царит дружественные и теплые отношения. Съемочная группа проекта со всеми актерами покинула Рим и отправилась в Палермо. Как обычно, Джана в аэропорту ждала просто невероятно огромная толпа его поклонников. Джан, как обычно, никого не обделил и делал фотографии со всеми желающими. После он отправился в отель, а вечером опубликовал вот эту вот милую фотографию с Франческо Лемми. И даже уже мне показалось, что между актерами возникла такие искра. Что я могу сказать? Действительно, после расставания с Дилеттой Лиоттой Джан стал выглядеть куда намного лучше. Его глаза снова горят, и это самое главное. На этой неделе я получила огромное количество запросов от вас, про каких бы звезд вы хотели послушать. Понимаю, что если мой выпуск будет идти больше 40 минут, скорее всего, вы потеряете концентрацию и будет уже неинтересно. В связи с этим я анонсирую свою новую рубрику «Чего по звездам? Вопросы и ответы», которая уже выйдет очень скоро, в пятницу. Увидимся с вами уже очень скоро, уже в эту пятницу. Не пропустите. Ну а сейчас хорошего вам дня!